Будущее Ирана после гибели Раиси, конец пятилетнего срока Зеленского и удары по скоплению россиян. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Гибель иранского президента. Что будет дальше? К чему приведет гибель Раиси и потеряет ли Кремль поддержку страны-изгоя? Лукашенко – оружейный барон. Как Минск продолжает помогать Москве воевать против Украины? Кто замешан в кровавых схемах Путина и Лукашенко? Для производства работ привлекают в том числе индивидуальных предпринимателей. Пятилетний срок Зеленского. Какими они были и когда в Украине может быть переизбран президент? Хотя россияне регулярно будут поднимать тезис о том, что не с кем договариваться. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, пожалуйста, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси станет импульсом для новой борьбы за власть в стране. Об этом пишет западная пресса, анализируя, к каким последствиям может привести авиакатастрофа, в которой разбился Раиси. Напомню, что вертолет упал во время возвращения из иранской провинции Восточный Азербайджан в Тибриз. Тело Раиси, как и тела тех, кто находился вместе с ним на борту этого вертолета, были найдены 20 мая. Поисково-спасательные работы были завершены. В Тегеране уже через несколько часов после того, как вертолет исчез с радаров, попытались успокоить народ. Дорогие люди, которые находятся здесь, или те, кто услышит мое послание позже, будьте уверены, что в работе страны не будет никаких сбоев. Чиновники очень активно занимаются своей работой после того, как узнали о случившемся. Мы дали им необходимые рекомендации, и все дела страны идут в штатном режиме. И безопасность страны, и безопасность границ, и вся остальная работа, которая должна выполняться на национальном уровне исполнительной властью. Что же произошло с вертолетом? Является ли причиной авиакатастрофы плохие погодные условия, человеческий фактор или неисправность самого вертолета? Эти версии сейчас активно обсуждаются. Одними из первых, кто начал выражать соболезнования, стали представители России. Путин, Лавров, Медведев, кроме того, Хамас и Лукашенко. Отреагировали на смерть Раиси также в Китае, Индии и Европейском Союзе. Что же ждет Иран дальше и что может изменить на геополитической карте гибель иранского президента? Об этом мы поговорили с политологом Игорем Рейтеровичем. Президент Ирана, уже покойный, он действительно представлял крайне радикальное крыло в иранской власти, несмотря на то, что основные полномочия, конечно, у аятоллы, а не у президента, но его рассматривали как одного из возможных последователей и преемников непосредственно аятоллы. Поэтому у него карьера могла быть построена по высшему разряду в контексте той системы власти, которая существует в Иране. Плюс он очень антизападно был настроен, плюс он очень был настроен пророссийский, и действительно это тот человек, который углублял взаимоотношения с Российской Федерацией, как на неофициальном, так и не на официальном уровне, и понятно, что его смерть, она теперь приведет к некоторым перестановкам и возможному усилению борьбы внутри иранской власти. Это связано с тем, что там вообще всегда противостоят два крыла, скажем так, более умеренное и более радикальное. И вот радикальное крыло, которое возглавляет вице-президент Махбер, который будет теперь выполнять обязанности президента, оно сейчас на определенном раздорожье, потому что им нужно организовать выборы через 50 дней. И нужно добиться, чтобы там точно победил тот кандидат, который будет всех устраивать. А такого кандидата по состоянию на сегодня пока нету. Вот это очень важный вопрос. Для России это очень плохая новость. И это хорошо. Почему? Потому что кроме того, что сам президент, он был пророссийски настроен, важный момент, с ним погиб министр иностранных дел Абдаллахиян. И в принципе, многие эксперты именно по Ближнему Востоку говорят, что этот человек гораздо важнее был, чем даже покойный президент, потому что он был профессионалом своего дела, он выстраивал вот эту всю систему, схему, скажем так, и раздувание ближневосточного конфликта, и в том числе сотрудничество с Российской Федерацией. И теперь этих людей всех нету.
Украина не должна иметь запретов на использование западного оружия для ударов по России. О том, что Киеву необходимо разрешить бить, например, дальнобойными ракетами по военным объектам внутри России, уже говорят во французском парламенте. Председатель комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланш написал специальное письмо Макрону и призвал отказаться, цитата, «от сдержанности и принять решение». Бурланш также вспомнил решение Великобритании, правительство которой разрешило Украине использовать их оружие уже не только для ударов по российским войскам на оккупированных территориях. Однако Бурланш говорит, что Франция и другие западные партнеры Украины не хотят воевать с Россией. Кажется, пришло время. Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора. Поэтому речь идет не об их участии в театре военных действий, а о снятии неоправданного табу для Украины. Forbes при этом анализирует уничтожение российского тральщика «Ковровец». Авторы издания пишут, что Украина раскрыла секрет про ракеты «Атакамс», которые у нее появились. В частности, по данным Forbes, удар по одной из единиц Черноморского флота говорит о том, что у Киева, вероятно, есть версия ракеты М-48 на 270 километров и М-57 «Атакамс» на 300 километров. Официально в Украине, конечно же, никто деталей о западном оружии не сообщал. В то же время удары по Крыму лишают России возможности использовать территорию полуострова так, как бы хотелось оккупантам. Об этом пишет бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. Я напомню, что Россия за последние 10 лет оккупации смогла построить сотни военных объектов, то есть в невероятных масштабах милитаризовала полуостров. Теперь огневой контроль ВСУ создает большие проблемы для россиян, анализирует Ходжес. Украина делает Крым непригодным для российских войск, лишая Россию возможности использовать территорию, имеющую решающее значение для ведения войны. Русским негде спрятать свои штаб-квартиры, материально-техническое обеспечение, самолеты и военно-морские объекты на этом полуострове, которым по размерам сравним с Массачусетсом. Коллаборант из Крыма захотел денег от Киева. Владимир Константинов, который находится в международном розыске и находится под персональными санкциями в 27 странах ЕС, говорит, что подсчитывает ущерб, который ВСУ якобы наносят Крыму. При этом об ущербе, который нанесла РФ Украине, он, конечно же, не говорит. Точно так же Константинов не назвал, о каком именно ущербе идет речь. Собирается ли Константинов выставить чек за уничтоженные Украиной корабли Черноморского флота или же за уничтоженные системы ПВО в Крыму, не ясно. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, чтобы от нее не осталось в итоге к оплате. 20 мая мощный прилет зафиксирован в Луганске. О взрыве и попадании по одному из зданий бывшей Луганской академии внутренних дел сообщают очевидцы. Оккупационные власти города при этом не уточняют, какую роль играет для российских войск территория бывшей академии. Ранее, согласно спутниковым снимкам, на территории ЛАВД российские войска размещали свои системы ПВО. Кроме того, бывшие студенческие общежития стали для россиян казармами. Известно, что в результате взрыва повреждения получили жилые дома, которые находятся рядом с бывшей академией. Россияне заявляют, что удар нанесен ракетами «Скальп». В Украине детали о том, что произошло в Луганске, не сообщали. 20 мая исполняется ровно 5 лет, как украинский президент Владимир Зеленский находится у власти. В 2019-м в здании парламента состоялась инаугурация Зеленского. В эти дни западные СМИ рассуждают о том, какими были эти 5 лет правления и что будет после 21 мая в Украине, где из-за военного положения выборы президента не провели. BBC пишет, что круг лиц, которые сомневаются в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая, довольно широк. От бывшего однопартийца Владимира Зеленского Александра Дубинского до главы российского МИД Сергея Лаврова. Авторы издания уточняют, что всех этих людей объединяет то, что они являются оппонентами, противниками или врагами украинского лидера. Это была цитата. В то же время издание пишет, что противники этой теории убеждены, что вопрос о легитимности президента после 20 мая не стоит и выеденного яйца. Чего же ожидать от российской пропаганды, западных партнеров Украины и мировых лидеров после 21 мая в отношении Владимира Зеленского? Об этом мы спросили политолога Игоря Рейтеровича.
Зеленского как принимали, так и будут принимать во всех цивилизованных, демократических, развитых странах и даже не демократических странах. То есть он для этих стран будет оставаться легитимным президентом. Никаких, скажем так, претензий такого, знаете, легитимного характера к нему просто нету на сегодняшний день. Потому что по большому счету к нему нету никаких вопросов с точки зрения внутренней как легитимности, так и легальности. Смотрите, мы когда говорим про легитимность, мы упоминаем соответствие, например, более легальное соответствие там, действующей нормативно-правовой базе. Но тут как бы есть и определенная статья Конституции, и есть закон про правовой режим военного положения, который запрещает проведение выборов, и есть заложенный принцип Конституции о непрерывности власти. Хотя россияне регулярно будут поднимать тезис о том, что не с кем договариваться, и мы готовы договариваться с кем-то другим, но не с Зеленским. Но возможно, когда они увидят, что нету никакой реакции со стороны наших западных партнеров на это, они с этим смирятся, и придут к такому мнению, что какие-либо документы в будущем просто будут подписывать не президенты. Что не Зеленский, что не легитимный, скажем так, Путин. Да? Лукашенко активно помогает Путину воевать против Украины. Беларусь поддерживает военную машину Кремля. Речь, в частности, идет о сотнях прицелов для тяжелой техники российской армии, которая изготовляет в Беларуси. Итак, в республике налажена целая цепочка производства необходимых элементов для танков, БТР и противотанковых комплексов. Об этом говорится в новом расследовании, которое опубликовало объединение бывших силовиков Беларуси «Белпол». Авторы материала ищут ответ на вопрос, чего хочет Лукашенко – войны или мира, который он упорно обещал гражданам страны. В Белпол, в частности, рассказали о том, как устроена работа предприятия «Пелинг», а также китайско-белорусской компании и других организаций, которые участвуют и помогают режиму Лукашенко и Путину вести войну против Украины и обходить международные санкции. Вследствие того, что объемы производства колоссальны, а российские хозяева требуют неукоснительного соблюдения сроков выполнения военных заказов, для производства работ привлекают в том числе индивидуальных предпринимателей. Но даже мобилизация белорусских предприятий в интересах производства вооружения для России не позволяет выполнять задания Министерства обороны Российской Федерации в полном объеме. 10-минутный полет на орбиту. Компания американского миллиардера Джеффа Безоса возобновила туры в космос после двухлетнего перерыва. В воскресенье ракета с капсулой, на борту которой находились 6 человек, была успешно отправлена в космос. Увидеть нашу планету со стороны и с высоты смогли венчурный капиталист, основатель французской пивоварни, инженер-программист, бухгалтер на пенсии, авиатор и капитан ВВС США в отставке. Кстати, именно капитан ВВС США в отставке был самым старшим среди туристов. Ему 90 лет. Известно, что все участники полета побывали на высоте 100 километров над Землей, посмотрели на нашу планету с орбиты, ощутили невесомость и, собственно, вернулись домой. Полет продлился до 10 минут. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.